Так, всем доброго времени суток. Снова. Это канал Радов Одесса. Продолжаем тематику машины. Сегодня, как обещал, после поклейки порога вот этого видео там есть на канале. Смотрите, получилось очень даже неплохо. Потом уже с колесами покажу, сниму с домкрата, как все вместе получилось. Но сегодня будем красить диски, как обещал. Литые диски вот от Mazda 626. Красить будем баллончиками. Вот у меня есть вот такая краска для дисков серебро, грунтовка и лак универсальный, покрыть в конце для защитного слоя. Вот. С чего начнем? Естественно, надо помыть. Сейчас я все вымою, установлю камеру, продолжим. Итак, продолжаем красить колесо наше. Вот. Что я сделал? Помыл его вот такой вот губкой, то есть насколько смог. Теперь надо его вычухать и потом грунтовать. То есть наждачка 80-ка грубая. Ну, какая есть, в общем, 220-я, 150-я, то есть погрубее, попроще. То есть на последний, ну, оно и так, в принципе, гладенькое. Так, чуть-чуть подчухать переходы. Вот здесь краска чуть-чуть облучилась. Еще один момент, что хочу сказать. Потерялась у меня вот эта штучка, на которой птичка Mazda нарисована. Вот. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот у меня второе колесо. Видите, вот она в середине. Это птичка Mazda. Где-то по дороге она вылетела. Вот. Значит, что хочу сделать. Сейчас поставлю ровно. Вот. Что хочу сделать. Нашел детский вот такой стаканчик. Он был вот такого плана. И вырезал из него донышко. Сейчас вставлю это донышко вот так. Вот. Сверху тут замажу герметиком. И все вместе покрашу. Ничего видно не будет. Но перед этим зашкурим это все. То есть берете, ну вот, по-моему, сотка наждачка. Вот, и начинаете подшкуривать все это. То есть, ну, если вы хотите до идеалки прям довести, то как бы все от вас зависит. То есть, если хотите шкурить так, чтобы аж блещало, то пожалуйста. Я сильно вышкуривать не буду. Сравняю неровности, которые повылазили. Краска предыдущая, которая была, я ее сниму. То есть с внутренней стороны я его помыл, ну красить не буду, там не видно. То есть красить будем только лицевую часть. Поснимал вот эти все грузочки, которые на шиномонтаже делали. Вот. В общем, вышкуриваете до такого, чтобы гладенькое было, чтобы, ну, грунтовка еще покажет. То есть когда вы прогрунтуете все мелкие неровности, там можете свет поставить, они будут видны. Вот, потом можете перед покраской еще раз чуть пошкурить и загрунтовать. То есть, а потом уже, в общем, сейчас я это все отшкурю, подготовлю и покажу, что дальше делать. Так, вот пошкурил все. Ну, я же говорю, я сильно не вышкуривал. Затем, если есть компрессор, берем все остатки пыли. Вот так сдуваем. Берете растворитель, чуть-чуть, сухую тряпочку. И все это дело протираете. Вот так. То есть очищаете от пыли, ободочек. Все, то есть вот так вот хорошенько проходите растворителем. Это и обезжиривает, и убирает всю грязь, чтобы грунтовка нормально легла. Так, все протерли. Теперь нам нужно взять клееночку чуть больше колеса размером. Вот. И, ну, сейчас я покажу, в общем. Так, взяли клееночку, вот такую вот просто, огрызок любой. Накрываем колесико наше. Вот так вот. Подворачиваем края под низ, чтобы не уползало. Вот. Лучше, может, даже скотчем каким-то прикрепить, чтобы удобнее было. Вот. Такая вот история.
Дальше. Берем малярный нож. Вот этот круг отчерчиваем. Вот так. И по внутренней части начинаем резать. Так. Хорошо. Так, вырезаете. Опля. Опля. Оп. Вот. Видите, вот такой кружочек у нас получился. Дальше вот так вот его заправляете под край обода. Так, продолжаем нашу покраску. Вот, видите, я сделал уже все. То есть, как бы мы резали по вот этой стороне внутренней. То есть она чуть-чуть меньше, чем диаметр диска. Ну, не очень просто было ее одеть, конечно. Пришлось подфиксировать малярной лентой. А потом я взял вот такой шпатель для малярки машины. И вот так вот по периметру подсовываю его под диск, чтобы край был внизу. То есть все, видите, никакой обклейки, почти малярной лентой. Диск наш, вот он снаружи стоит. Можно грунтовать. Теперь. Все. Берем баллончик с грунтовкой. Вот такой у нас шарик. Внутри шарик, кто не знает. То есть лакокрасочные смеси химические. Они оседают на дно для того, чтобы нормально начать красить. Вот. Нужно хорошенько его заболтать, чтобы цвет и все остальное перемешались там внутри. Тут вот чуть-чуть вылезло, видите, то есть вот так вот. Опа, и под низ. Оп, под низ. Все. Начинаем грунтовать. Грунтуйте не сильно, то есть такие слоя, чтобы аж текло, наносить не надо. Наносите слегка только. Легкая пыль, как бы, чуть-чуть, как кварцгрунтом в стройке скрывается. Вот так наносите. По внутренней стороне тут нанесем все это, чтобы было красивенько все. Еще переболтаем. Чуть-чуть добавим. То есть очень небольшие слои. Грунтовки много не надо. Иначе сделаете наплывов, там все остальное. Главное во все места, внутренности. Вот так заходим. Вот. Такс. А болтики еще. Ну, вот тут еще чуть-чуть. Вот так. Чуть вылезло. Вот, то есть. Все. Так, теперь ждем, пока высохнет. Так, как видите, грунтовка подсохла. Она такого, как матового цвета. Видите, то есть долго сильно ждать не надо. Минут 15-20. Так, берем баллончик с краской. Вот. Сделали защиту такую. Видите, надо отверткой подковырнуть потом. То есть, если она долго стояла в магазине, обязательно перемешайте. Вот. Обязательно. Минуты 2-3. Хорошо. Еще раз сдуем все компрессором. Вот, чтобы никакая дрянь не попала. Вот. Все, начинаем красить. Первый слой пока.
пока. Я не знаю, сколько слоев. Возможно, 2-3, как укроет. Начинаем красить. Первый слой так же самое. Не наносите никогда тоннами краску. То есть смотрите, чтобы она ложилась равномерно и четко. То есть лучше за раз в любом случае не закрасите их, понимаете? То есть в любом случае красить раза два надо. То есть если вы даже какое-то место с первого раза, сильно много, не прокрасили, вот, то ничего страшного, оно забьется по второму. Дырочки сюда, вот всю эту фигню. Оп, по внешней. То есть вот такая вот история пока у нас получается. А, кстати, забыл за вот эту вот штучку. Сейчас вставлю ее. Так, вот крышечка эта. Чуть ее пошкурил. У меня вот такой вот герметик или клей. Не знаю, что это. Крокодил называется. Неплохо клеит. Он у меня уже плохо выдавливается через тюбик. Вот, поэтому вот так на палец его делаю. Вот. Опля. Выдаю. То есть, что я делаю? Наношу сначала сюда немного герметика, чтобы было видно. Вот так вот. По периметру. Ну, по радиусу, по периметру. Вот, все. Ну, это надо было сразу сделать, конечно, но я уже покрасил первый слой, поэтому сейчас ставлю там. Вот. Видите? Вот этими остатками. Вот так набиваете сюда в шов. Вот. Забили все дырочки. Так вот по кругу потом. Еще чуть-чуть добавлю. Вот. Все, теперь она будет мертво там стоять, она не денется. Усреднить можно чуть-чуть. Так, сейчас еще чуть-чуть. Так, что тут еще у нас? Остатки тем же сольвентом, тряпочкой вытираем. Так, как видите, вот что получилось. Вот как бы, ну, значок Mazda я, конечно, на нее уже не нарисую. Но визуально будет нормально смотреться. Извиняюсь, сделал неправильно, то есть пришлось вставлять ее после первого слоя. Вот, надо было это после того, как уже промыл бензином, ну, сольвентом, надо было сразу ее вставить. В общем, сразу вставляйте и все. Сейчас я ее прокрашу. Вот, чуть уже подсохло. Все, как видите, вот такая вот история получается. То есть таких слоев, ну, обычно 2-3, можно 4, если вам нравится. То есть пока вам не понравится само колесо. То есть, как видите, у меня тут кое-где есть царапины, где-то где ударил диск.
Ну, как бы я выравнивать уже это не буду, но если вы хотите идеально, то можно его подшкуривать, подшпаклевать, потом опять почухать. То есть, как вы его доведете до какого состояния, так оно у вас и будет выглядеть. Вот. Сейчас подсохнет первый слой и продолжим. Так, 2 слоя я уже покрасил. Сейчас вот нанесу еще 3-й слой и потом залакируем. Так, все, вот мы 3-й раз покрасили. Вот. Минут 5 буквально ждем и начинаем лакировать. Вот так вот подсохло минут 5 и сверху начинаем наносить лак. Прям желательно на почти свежий слой. Этого можно и не делать, кому как нравится. То есть хотите, чтобы блещало, наносите. Не хотите, чтобы блещало. Вот. Покрасьте просто краской и все. Ну, лак, кроме того, что блеск дает, еще красивый. Вот. Он еще дает защитный слой небольшой для краски. То же самое лаком покрываете в пару слоев. Вот, то есть 2-3, как вам тоже нравится, смотрите сами. То есть смотрите, как тоже, как будет получаться. Хотите хотите 2 слоя, хотите 3 слоя. Все, сейчас высохнет, я сниму клеенку. Ну, нанесу, вам уже показывать не буду, нанесу еще лака. Потом сниму клеенку и покажу, как получилось колесо. Итак, 3 слоя лака я нанес. Как видите, вот такая вот конструкция получилась. Я говорю, интервал между нанесениями там 10-20 минут, 15-20, как у вас получится. То есть она уже подсохла. Сейчас вот я сниму телефон, покажу поближе. Вот. То есть вот такая вот, такой вот диск получился в итоге. Ну, где-то есть там каверные, как бы все остальное, но в целом очень даже неплохо смотрится. Так, для сравнения, вот не покрашенное колесо, которое я еще не покрасил. И вот покрашенное, видите. То есть разница, конечно, существенная. Очень даже смотрится красиво. Тут хочу сделать вставку, показать, как второй диск получился. Вот, видите. То есть даже, мне кажется, лучше, чем первый получился. Сейчас при вас прям сниму клееночку. Вот так. Оп. Оп. Вот, смотрите, как офигенски. Вот. Как бы думаю, что маловато краски дал. Ну и спешил видео снять. Мало времени на просушку. Еще раз напоминаю про подписку. Вот, подписывайтесь. Будет много интересного. Всем спасибо за просмотр.